Родина-мать в Киеве. Величественная и воинственная статуя женщины с мечом и щитом в руках, возвышающаяся в самом центре украинской столицы на берегу Днепра. Скульптура является частью Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где она служит напоминанием о героизме и жертвах украинцев в борьбе за свободу. Ее образ – это воплощение силы духа и патриотизма, которые стали особенно актуальны во времена современных испытаний. Любой киевлянин, если его спросить о главных символах города, назовет статую Родина-мать одной из первых. Скульптура одна из самых высоких в мире. Ее хорошо видно из различных точек Киева. Монумент Родина-мать выше статуи свободы и первая в мире цельно сваренная металлическая скульптура. На создание киевского монумента, который должен был символизировать дух и несломленность народа во Второй мировой, ушло 5 лет. История монументальной скульптуры Родина-мать в Киеве начинается в 1970-х годах, когда возникла идея создания масштабного мемориального комплекса, посвященного победе во Второй мировой войне. Однако, прежде чем состоялось торжественное открытие, команде инженеров-проектировщиков пришлось проделать колоссальную работу. Это был первый в СССР объект такой высоты и подобного типа конструкции. Сначала строительство возглавил Евгений Вучетич, известный по Волгоградскому мемориалу «Родина-мать зовет». Предполагалось, что на берегу Днепра будет воздвигнута стела, а у ее подножия будет течь водопад, символизирующий реку, которую форсировали воины. Также в планах было создание тоннеля памяти жертв концлагерей. Однако архитектор умер, не успев реализовать свой замысел. Дальнейшую работу творческого коллектива возглавил Василий Бородай. Он привнес в проект кардинальные изменения, сделав статую не воинственной, какой она задумывалась, а скорее триумфальной. Официальная версия утверждает, что прототипом для создания монумента Родина-мать по проекту Василия Бородая стала скульптор Галина Кальченко. К сожалению, женщина умерла в 1975 году, вскоре после того, как Бородай приступил к работе над монументом. Как гласит история, уже когда был готов макет скульптуры, пришлось увеличить нос монумента, поскольку, если смотреть на него снизу, то он выглядел сплющенным. Строительство монумента продолжалось с 1979 по 1981 годы. Родина-мать в Киеве имеет сложную конструкцию. Внутри стальной костяк весом более 280 тонн. Поверх него вспомогательный каркас и обшивка. Материалом для последней была выбрана сталь, выплавленная на Запорожском сталелитейном заводе. Листы размером 50 на 50 см и толщиной 1,5 мм были соединены более чем 30 километрами знаменитого Патоновского шва, выполненного специалистами одноименного института электросварки. Поскольку скульптура обладала колоссальными размерами, для ее строительства пришлось изготавливать 10-тонный подъемный кран. После выполнения работ его демонтировали, однако вывести до открытия монумента не успели, поэтому порезанные части сбросили в реку. Высота монумента достигает 102 метра, а вместе с постаментом 158 метров. В правой руке статуя держит 16-метровый меч весом 9 тонн, а в левой – щит размером 13 на 8 метров. Открытие монумента состоялось 9 мая 1981 года. На церемонию тогда приехал сам Брежнев, а Родину-мать народ называл Викторией Петровной, потому что так звали жену Брежнева, а также потому, что Виктория переводится как «победа». Чтобы обеспечить безопасность и долговечность монумента, инженеры тщательно продумали все детали конструкции.
Так ей придали устойчивость с помощью уникального фундамента – бетонного колодца, уходящего под землю на 18 метров. Именно на этой глубине начинается каркас памятника. Как утверждают специалисты, Родина-Мать может пережить даже 9-бальное землетрясение. К счастью, на практике проверять это не довелось. Однако сильнейший ураган, который пронесся над городом в 1987 году, никак не отразился на состоянии монумента. Еще один важный элемент – форма оружия. Наученные неудачным опытом памятника на Мамаевом кургане, чей плоский меч из железобетона пришлось заменить, клинку киевской Родины-Матери придали ромбовидную форму. Перед установкой его тестировали в аэродинамической трубе в Киеве. Для гашения колебаний, которые могут быть вызваны порывами ветра, на самом кончике меча установлено специальное устройство, действующее по принципу маятника. Существует интересная история, связанная с мечом, который Родина-Мать держит в руке. Согласно народной легенде, его укоротили по рекомендации киевского митрополита. Он убедил руководителей проекта в том, что оружие, символизирующее войну, не должно быть выше расположенной неподалеку Лаврской колокольни. Неизвестно, насколько эта версия отвечает действительности. Вероятнее всего, длину меча уменьшили в целях безопасности и для сохранения архитектурного равновесия. После провозглашения независимости Украины в 1991 году начала обсуждаться тема декоммунизации скульптуры. Однако вплоть до 2014 года обсуждение это было очень вялым и до конкретики не доходило. Памятник считался символом победы, а потому многим казалось логичным, что на монументе сохраняется герб страны, которая в той войне победила. Однако после Майдана 2014 года, аннексии Крыма и войны на Донбассе, ситуация начала меняться. День Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году в Украине был официально переименован в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Был принят закон о декоммунизации и началась дискуссия, что делать с гербом. Высказывались разные варианты. Например, главный архитектор Киева Сергей Целовальник в 2015 году вообще предложил демонтировать Родину-Мать. Тогдашний директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предлагал оставить щит в руке Родины-Матери без символики, но позже стал сторонником идеи заменить его на трезуб. Но дальше разговоров дело так и не дошло. И в обществе к подобным идеям было все еще далеко неоднозначное отношение. И лишь после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину к решению вопроса подступили вплотную. В июле 2022 года прошел опрос в приложении ДИА о будущем символике на щите монумента. Наибольшее количество голосов, 85%, набрал вариант заменить трезубом. А еще через год, в июле 2023 года, начат демонтаж герба СССР. Кроме того, сам монумент Родина-Мать хотят переименовать в Украина-Мать. Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне также планируют переименовать в Музей войны за независимость. Соответствующее решение принял ученый совет музея и уже направил запрос в Минкульт, сообщил гендиректор музея Юрий Савчук. Новое название должно отображать борьбу Украины за независимость на протяжении 20 и 21 веков. От принятия 4-го универсала Украинского Центрального Совета в 1918 году, провозглашавшего независимость Украинской Народной Республики, до сегодняшних дней, включая нынешнюю войну. Демонтированные элементы с монумента Родина-Мать будут храниться в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Согласно выводам специалистов, монумент Родина-Мать должен простоять свыше 150 лет. За состоянием монумента постоянно следят, ежегодно проводятся исследования, их результаты показывают, что динамическое равновесие сохраняется без изменений. Если туристы хотят увидеть Киев с высоты, то лучшего места, чем монумент Родина-Мать, для этого не отыскать. Для посещения открыты смотровые площадки на высоте 36,6 метров и 90 метров. Первая расположена в пьедестале у подножия статуи,
и предназначена как для одиночных, так и для массовых экскурсий. По периметру установлены бинокли, так что можно хорошо рассмотреть все достопримечательности, находящиеся в округе: Днепровские кручи, золотые купола Киево-Печерской лавры, Национальный ботанический сад имени Гришка и сам мемориальный комплекс. Любители впечатляющих видов и острых ощущений могут подняться на верхние смотровые площадки, оборудованные в руках статуи на щите и у основания рукоятки меча, а также на макушке головы. Это все, конечно же, не бесплатно. Сюда пускают по 3 человека, включая экскурсовода. Большую часть пути туристы поднимаются на лифтах. Однако, чтобы забраться на самый верх, придется пройтись по крутым ступенькам в узком пространстве. Время посещения также ограничено не более 15-20 минут. Площадка возле щита огорожена защитной сеткой. Там можно свободно передвигаться и фотографировать. Учитывая высоту памятника и конструкционные особенности, наверх не допускаются дети и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Имеются и ограничения по весу. Рядом с монументом «Родина-мать» в Киеве расположен Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Это музей, посвященный истории Второй мировой войны на территории Украины. Музей имеет большую коллекцию экспонатов, связанных с войной, включая оружие, технику, униформу, личные вещи солдат и гражданских. Также вблизи монумента находится парк Вечной славы. Это парк, посвященный памяти погибших во Второй мировой войне. В парке расположены различные мемориалы и памятники, включая могилу неизвестного солдата.